Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим идеальный краффин по рецепту и технологии приготовления от кондитерской возле моего дома. Я расскажу все секреты, как приготовить мягкий, волокнистый, сверху слегка хрустящий, пропитанный и аппетитно блестящий краффин, за которым выстраивается целая очередь перед Пасхой. Несмотря на то, что я никогда не покупаю покупные паски, а готовлю их сама, этот краффин был исключением. Он был настолько ароматный и так блестел, что его невозможно было не попробовать. А секрет этого краффина был не только в волокнистом мякише, а еще и в особенной пропитке. Я начинаю, а вы не забудьте сохранить рецепт самого вкусного и идеального краффина. В первую очередь приготовим опару. 110 мл молока, 3,2% жирности, закипятите и остудите до теплого состояния, не выше 38 градусов. 1 чайная ложка сахара и 5 граммов сухих быстродействующих дрожжей. Это чайная ложка. Если будете использовать живые прессованные, тогда 15 граммов. Из общего количества муки 400 граммов отбираем 4 столовых ложки муки и просеиваем. Мука у меня высшего сорта, а дрожжи лучше использовать все-таки живые. Они легче поднимают сдобное и насыщенное тесто. Перемешиваем венчиком до однородности. Должна получиться слегка тягучая такая масса. Добавляю еще немножечко муки, все из общего количества. С сухими дрожжами можно готовить и безопарным способом, но если готовите сдобу, особенно на пасхальную выпечку, тогда таким образом вы проверите активность дрожжей и тесто будет более воздушным. Вот такая вот должна тягучая масса получиться. Но у меня ушло почти 5 столовых ложек муки. Накрываем опару крышкой, либо пищевой пленкой и оставляем, чтобы она подошла, увеличилась в несколько раз, примерно на 20-30 минут. Как я уже говорила, можно разогреть слегка духовку, чтобы там была не выше 35 градусов температура, и поставить туда, чтобы она быстрее подошла. Либо же оставляйте на столе, если у вас хорошая теплая температура дома, примерно 25 градусов. Замачиваем цукаты примерно на 2 часа. Я буду готовить с вяленой клюквой, ананасовыми цукатами и немного изюма. Но с краффинами можно экспериментировать и добавлять любые начинки, какие вам нравятся. Шоколад, мак, орехи, курагу, манго. Заливаем горячей водой. И буквально несколько столовых ложек ароматного алкоголя, коньяка либо рома. Но если его нету, можете использовать просто капельки ароматный ром. И в горячую воду просто добавить капельки. Они очень ароматные и будет запах такой приятный рома. Накрываем пищевой пленкой либо крышкой, чтобы аромат весь остался внутри. И убираем, чтобы они хорошо размягчились. Пока опара подходит, подготавливаем ингредиенты для теста. Яйца комнатной температуры. Нам нужно 2 желтка. И 1 яйцо. Добавляем 1/2 чайной ложки соли. И 100 граммов сахара. Хорошенько взбиваем венчиком либо миксером до легкой пышности яиц, примерно 1 минуту. До вот такой вот консистенции. Сюда нам нужно добавить 50 граммов сливочного масла, 82% жирности, но должно быть растопленное и охлажденное. Растопленное сливочное масло, не горячее. Добавляем яичную смесь. И перемешиваем. Яичную смесь пока отставляем. И берем миску, в которой будем делать замес. Из общего количества муки мы уже брали на опару. Отбираем еще 2 столовых ложки на присыпку цукатов. И просеиваем всю муку в миску, в которой будем делать основной замес теста. В просеянную муку добавляем пряности, корица и мускатный орех пол чайной ложки. Добавляем ванильный сахар 1 пакетик. И цедру 1 апельсина. Если у вас сухая цедра, тогда добавляйте в сухую смесь сухую высушенную цедру апельсина либо лимона. Я натираю цедру.
только оранжевый слой. Белый будет горчить. Пока мы подготавливали все для замеса теста, уже хорошо подошла опара. Вот такой вот пышной шапочкой взялась, с пузыриками. Выливаем опару в муку. На этом этапе можете добавить столовую ложку апельсинового сока для аромата. И сюда же выливаем яйца с растопленным маслом и цедрой. Далее вымешиваем крюками для теста. Можно вот таким вот миксером с насадками крюк, либо же тестомесом планетарным. Это, конечно же, намного удобней, но раньше я и таким замешивала. Вымешать нужно 15 минут на средней скорости. Это тесто можно легко вымешать и руками, по времени точно так же 15 минут, только муки не добавляйте, а периодически смазывайте руки растительным маслом. Вот такое вот тесто получается. Оно достаточно эластичное, вот такое вот тягучее. И уже на этом этапе абсолютно не липнет к рукам, посмотрите. Это значит, что мы уже его хорошо вымешали. Накрываем пищевой пленкой, либо у меня вот такая вот крышка. Здесь есть даже дырочки для циркуляции воздуха. Отправляем на расстойку, я обычно в духовку ставлю. Можно немножечко горячей воды рядышком в емкость налить, чтобы там была хорошая температура быстрого подхода теста. Примерно на 1,5 часа. Тесто должно увеличиться в 2-3 раза. Либо же пищевой пленкой сделайте отверстие и накройте еще полотенечком. И пока будет расстойка теста, достаньте кусочек сливочного масла 100 граммов, для того, чтобы оно было комнатной температуры. Набухшие цукаты отбрасываем на сито. Ставим сито на миску и оставляем, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Тесто хорошо подошло. Смазываем руки и поверхность, где будем формировать куличи, краффины. Смазываем все растительным маслом. Достаем все тесто. Разделяем тесто настолько, сколько у вас будет краффинов. У меня будут вот такие формы 90 на 85 миллиметров. Их получится 3 либо 4. Сейчас посмотрим, сколько будет. Можно воспользоваться весами. Три краффина по 240-250 граммов. Пока занимаемся одним краффином, вторые кусочки накрываем пищевой пленкой, чтобы они не обветрились. Раскатываем в тонкий пласт. Тесто должно быть тоненьким, почти просвечиваться, толщиной примерно 2 мм. И дальше нам понадобится сливочное масло комнатной температуры и цукаты, которые уже стекла вся полностью жидкость. Добавляем муку, которую мы откладывали с общего количества. Обваливаем цукаты в муке. Сливочное масло разделяем на то количество, сколько у вас краффинов. У меня на 3 части. И смазываем хорошо весь пласт теста. И высыпаем цукаты. У меня клюква, изюм, немного ананасовых цукатов. Но, как я говорила, можете использовать абсолютно любые. И сворачиваем рулетиком. Вот так плотненько прижимая. И закручиваем. Вот такой вот получается рулетик. Разрезать пока его не будем. Берем второй формировать, а рулетик кладем под пленку. И таким же образом формируем второй краффин. Снова смазываем сливочным маслом, присыпаем цукатами. И снова закручиваем в рулетик. Кладем этот рулетик к первому рулетику. Для последнего краффина у меня немножечко начинки не хватило, и я добавлю просто клюкву уже не замоченную. Она такая достаточно мягенькая, это не страшно.
Так что увеличивайте цукаты, если любите, чтобы щедро было. Либо я в первый так насыпала. И еще у меня есть миндальные лепестки. И третий рулетик кладем к остальным. В таком виде можно оставить минут на 15, чтобы они слегка подошли в таком состоянии рулетика. И потом уже будем формировать краффин. Прошло 15 минут. Они, кстати, немножечко подошли. И берем самые первые, которые мы скручивали. И далее делаем разрез, не доходя 3 сантиметра до края. Вот такой вот срез получается красивый. Нам нужно скрутить улитки вот таким образом, чтобы вот этот срез был на внешней стороне. Это мы самый щедрый такой сделали. С цукатами прям очень-очень много. И вторую точно так же. Далее нам нужно одну положить на вторую, а вот этот кончик должен оказаться внутри. Вот такая вот красота получается. Форму я ничем не смазываю, они уже силиконизированные, да и краффин весь в масле. И по желанию можно присыпать миндальными лепестками, но это не обязательно. Оставляем, чтобы расстоялись краффины до верха, хотя бы оставалось сантиметра полтора. На это уйдет примерно час, либо два. Все зависит от температуры в вашем помещении. Но не забудьте накрыть пищевой пленкой, либо крышкой, можно полотенцем. Краффины уже хорошо подошли. Расстойка заняла у меня ровно час. Выпекаем в разогретой духовке до 200 градусов без конвекции 15 минут. Затем снижаем температуру на 170 градусов и накрываем верхушки фольгой. И допекаем оставшиеся 20 минут. Всего будем выпекать 35 минут. Прошло 15 минут. Уменьшаем температуру на 170 градусов. Я на 160, у меня сильнее духовка. Краффины готовы. Остужаем на решетке до теплого состояния. Краффины уже слегка теплые. И если вы хотите покрыть, чтобы они блестели сиропом, вот такой вот сиропчик. Его очень просто приготовить. Нужно смешать воду с сахаром и сливочным маслом. Пропорции я напишу ниже. И прогреть, не доводя до кипения. Тогда они будут блестеть и еще будут вкуснее, потому что такой сиропчик очень ароматный и сладенький. Снимаем формы. И смазываем хорошо сиропчиком. Прям не жалея, пропитываем максимально. И вот такой вот красивый блеск останется надолго. Кружевные слоено-сдобные краффины готовы. У него мягкий волокнистый мякиш с прослойкой круассана и вкусом пасхального кулича. Эта выпечка выдает такой вкус, что кажется, что все они куплены где-то в кондитерской. Просто посмотрите, какой невероятный мякиш внутри, со сливочной прослойкой. Ну и, конечно же, столько вкусной начинки. Это особенно вкусная выпечка. Обязательно напишите в комментариях, любите ли вы краффины, либо предпочитаете классический вид пасхи.
Друзья, в этом году я уже приготовила 4-й вид пасхальной выпечки, а в прошлом году мой быстрый панеттоне набрал больше 1000 благодарных отзывов. Переходите и выбирайте свой любимый рецепт. Ну что, давайте наконец попробуем этот кружевной краффин. Я уже пробую его на второй день. В первую очередь хочу отметить вот эту сладкую, я ее называю помазушку апельсиновую, которую мы помазали весь краффин. Она не только дает вот этот блеск, аромат, еще слегка пропитывает. Так и хочется есть тот кусочек, который вот в этой пропиточке. Это очень дополняет краффин, и я так никогда не делала, но вот после этого буду всегда покрывать вот такой вот апельсиновой помазушкой. Обязательно попробуйте. Слегка хрустящий круассан, плюс нежный мякиш кулича и очень много разного аромата, который мы добавили. Они просто переплетаются вместе, все эти ароматы, вкус. Ну, вкус ни с чем не сравнимый. Это особый такой вот уникальный вкус краффина. Напишите в комментариях, любите ли вы краффины, будете ли готовить такой на Пасху. Эта пасха очень вкусная. Она на вкус такая, как круассан с корицей. Друзья, теперь все кухонные предметы, которые я буду использовать в видео, это лопатки, весы, миски, кухонную технику, можно будет приобрести по очень приятной цене. Под видео я буду прикреплять ссылку с уникальным промокодом, который будет давать до 40% скидки на товары, либо бесплатную доставку по всей территории Украины. Вся информация будет указана под видео в описании. В этом видео я тестировала первый свой кухонный товар. Это весы. Очень приятная цена, точность до грамма. Если понравилось, можете кликнуть по ссылочке и уже купить. Самое важное это то, что интернет-магазин мой, все товары я буду тестировать лично и отправлять вам также лично. Всем спасибо, кто досмотрел меня до конца. Сохраняйте рецептик, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч!